Используя стальной лом в качестве рычага, на одну и ту же высоту поднимают груз двумя способами. Плечи, на которых действует груз, и трение в точках опоры О одинаковы. Одинаковыми ли будет КПД рычагов? Так груз поднимают двумя способами. Первый способ – вот точка опоры О, сила F действует сюда. И второй способ вот такой. Высота поднятия груза в обоих случаях одинакова. Обозначим ее через H. Стальной лом, длина будет L, стального лома. Посмотрим, какое разное будет КПД. Давайте разберем способ первый, а потом и второй. Более предметно нарисуем эту картинку. Это точка опоры, поднимаем груз на высоту H. Груз P. Вот высота H. В данном случае плечо, вот это, которое мы поднимаем груз, поскольку длину мы определили как все, будет 1/4. Оставшаяся часть остается 3/4. На которой действует сила. Давайте посмотрим, насколько опустится вот этот конец рычага, если мы поднимаем груз на высоту H. Поскольку два треугольника подобны, одна и вторая, значит, соотношение сторон здесь будет 1/4, здесь 3/4, тогда сила опустится на высоту 3H. Треугольники подобны 1 к 3. Здесь соотношение сторон. Кроме этого, рычаг же еще имеет собственный вес. Пусть его будет вес рычага R. И если мы обратим внимание, этот вес рычага R перераспределится на две стороны. На сторону, которая находится между грузом и точкой опоры О, она здесь тоже. Обозначим эту часть рычага как R1, вот эту часть рычага как R2. Это вес. Так можно сразу написать о том, что R равно R1 плюс R2. Пропорционально они будут расположены как? Это будет 1/4 вес. R1 будет равно 1/4 R. А R2, естественно, равно 3/4 R. Давайте посмотрим теперь, каким образом здесь будет происходить вот это совершение поднятия этого рычага. Раз выпускаем силу F вниз на высоту 3H, значит, груз поднимается на высоту H. Работа полезная выполняется P умножить на H. Это будет та полезная работа, которую мы поднимаем. Но кроме того, что мы поднимаем этот сам груз, еще будет подниматься вот эта часть рычага, которая расположена между точкой подвеса груза и точкой опоры. Она поднимется на сколько? На половинку вот этого расстояния H2, потому что эти треугольнички тоже подобные. Коль вес приложен к середине вот этого отрезка рычага, будет H пополам. Можем сказать о том, что еще выполняется работа R1 умножить на H делить на. Это работа поднятия вот этого кусочка. И она будет равна чему? С этой стороны будет та работа, которую выполняем мы силой F умножить на 3. Он будет помогать именно вот эта часть рычага, которая расположена между точкой опоры и силой F. Вот это R2. А R2, насколько она поможет? На вот эту высоту. А эта высота чему равна? Треугольник-то какой? Прямоугольник. R2 расположена в середине вот этого отрезка лома. Получается, эта высота равна половинке вот это значение. R2 опустится на высоту 3/2 H. Теперь вот эта полезная работа, которая выполняется, можно записать как все выражение. F умножить на 3H равно, записываем P умножить на H, полезная работа, плюс R1 умножится на H делить на 2. И минус переносим в эту сторону R2 на 3/2H. Теперь вместо значения R1 R2 можно поставить значение самого рычага силы. Вместо R1 1/4 R, а вместо R2 3/4 R. Итак, перепишем это все. F на 3H равно P груз умножить на высоту подъема плюс вместо R1 записываем 1/4 R умножить на высоту на H делить на. И минус R2 это 3/4 R умножить сколько на 3/2 H. Давайте теперь перепишем, что можно вынести. Допустим, с этих слагаемых можно вынести R умножить на H и поменять их местами, потому что 3/4 явно больше 1/4. Все это дело перепишем. Итак, F умножить на 3H равно P умножить на H. Так остается. Плюс 1/8 R умножить на H и минус 9/8 тоже R умножить на H. Вынесем R умножить на H и поменяем их местами. Вот таким образом. Смотрите, F умножить на 3H равно P умножить на H минус R умножить на H. И здесь что? 9/8 минус 1/8. Поменяем их местами. Потому что если откроем скобки, будет здесь вот это первое выражение, а это с минусом будет второе. Так равно F умножить на 3H равно P умножить на H минус. Сколько будет? 9/8 минус 1/8. Просто будет R умножить на H. Это получается вся наша задействованная работа, которую выполняем силой. И вот это она вся совершенная. Давайте теперь посмотрим, какое отношение будет коэффициента. Это отношение полезной работы к всей затраченной работе. Вся затраченная работа у нас вот, а полезная работа только вот N1. Запишем, будет равно P умножить на H разделить на P умножить на H минус R умножить на H.
Понятно, R можно все сократить. Остается P, что делится P минус R. Теперь давайте разделим все члены на значение P. Тогда N1 будет равно единичка вверху, а здесь будет единица минус R делить на P. Вот коэффициент полезного действия получается вот такой вес соответствующим образом всего рычага и вес груза. И давайте рассмотрим другой случай, когда мы вот этот случай второй более предметно изобразим. Это второй случай, то есть опора, есть рычаг, который мы поднимаем. Опять же, здесь берем четвертую часть длины, это L, это 1/4 L, который действует вес, груз этот P. Оставшаяся часть действует груз, сила F. Давайте посмотрим, какое соотношение расстояния здесь будет. Это 1/4, вот это высота h. Тогда, согласно вот этим двум треугольничкам, этого треугольника, если это 1/4 L относится к h, как L относится к 4. Здесь мы должны выполнить подъем на 4h. Кроме этого, мы еще должны поднять и сам рычаг. В данном случае не будем его делить. Вот у него будет общий вес R. И он поднимается на какую высоту? Опять же, из этих треугольничков двух, подколен на середине, он поднимается на высоту 2h. Итак, наша работа теперь, которую мы совершаем, F умножить на 4h, F2 будет равна чему? F2 умножить на 4h равна. Что мы делаем? Поднимаем высоту P умножить на h и плюс R умножить на 2h. Вся работа, которую мы выполняем, заключается в том, что мы поднимаем, мало того, что мы поднимаем еще вес соответствующим образом, но еще и поднимаем рычаг. Так вот, общая работа будет вся наша выполнена. Полезная работа P умножить на h. Коэффициент полезного действия второй будет равен чему? Ту работу, которую мы выполняем, P умножить на h на высоту, и на общую работу делим, что мы затратили. F2 умножится на 4h. P умножить на h плюс R умножить на 2h. Понятно, можно сразу все h сократить, что мы получаем P, делим на P плюс 2R. Поделим все это дело на P, получается коэффициент это 2 равен единичке, что делится на единицу плюс 2R и делить на P. И давайте посмотрим на эти два коэффициента. Это N1 равно единица делить на единица минус R, что делится на P, а коэффициент это 2 равен единичка, что делится на единицу плюс 2R, что делится на P. Очевидно, что знаменатели тут разные, числители одинаковые. Если числители одинаковые, тут больше дробь, где знаменатель меньше. Естественно, здесь знаменатель будет меньше, здесь знаменатель больше. Тогда, получается, это 1 будет больше, чем это 2. КПД в первом случае будет выше, чем КПД во втором случае. Почему? Потому что кроме того, что мы поднимаем еще и вес, сам непосредственно груз мы еще и поднимаем сам лом. А тут частичка лома нам помогает поднимать с этой стороны. И сразу было это понятно, но хотелось бы доказать это небольшими выкладками для того, чтобы было понятно, почему это так происходит. Взяли относительное значение, h тут, видите, сократилось, поэтому h можно брать любую величину, и, естественно, L можно брать любую величину. Поэтому получили выражение уже конкретно математическое о том, что здесь КПД больше, чем здесь.